Всем привет, с вами Руслан на связи. И я хотел бы обсудить главное изменение, которое было введено в бюджете на 2025 год в Ирландии. Это, конечно же, повышение минимальной оплаты труда. С 1 января 2025 года она будет составлять 13 евро 50 центов. Это, получается, добавится 80 центов, да, каждому часу в вашей работе. Сейчас оплата труда на 2024 год 12 евро 70 центов. Вот я хотел показать бы вам график, да, который показывает вот в Ирландии минималка со всеми, если вы работаете 40 часов, оплата со всеми таксами, то есть налогами, получается 1656 евро 20 центов. В той же Великобритании это 1598 евро 69 центов. В Германии 1584 евро ровно. Как вы видите, в Ирландии оплата труда выше, чем минимальная, чем и в Великобритании, и чем в Германии. Так как Ирландия считается очень развитой, и сейчас ее экономика развивается, и все идет по хорошему, да, сценарию. Вот в бюджете 2025 года заложено то, что минимальная зарплата труда увеличится на 80 центов. Я хотел еще поговорить о том, что почему тогда делается. Каждый думает, что ну вот стану богаче, это хорошая тенденция, но тут же есть другая сторона медали. Повышается оплата труда, потому что инфляция. Инфляцию никто не отменял, она есть и в Ирландии, и в любой другой стране. Сейчас такая обстановка в мире, что инфляция во всех странах. Сейчас общая экономика в мире, она в рецессии. То есть это называется, что экономика не развивается, она немножко идет по не тому пути, на который все рассчитывали. Из-за вот этих всех манипуляций, конечно же, я понимаю, что теперь с 1 января 2025 года все мы станем, да, те, кто работает, богаче. Даже выплаты тоже повышают на 12 евро в неделю. То есть и по факту тех, кто на выплатах сидит, у них тоже денежки станет немножко больше. Но тем самым я понимаю, что с 25 года начнут ползти что? Правильно, цены понемножку вверх. На продукты, на вещи, на технику. То есть в общем на все. То есть, может, какой-то там единичный случай будет какое-то где-то снижение. Обратно же я в этом сомневаюсь, потому что приехав сюда в 22 году, я делаю такой, знаете, тест, да, когда я приехал, то стоил в 22 году огурец в Лидле стоил 49 центов. 49 центов. Сейчас он уже стоит 89 центов. Кто-то скажет, ну так по акции приди там, купи там, бывает по акции обратно по 50 центов. Ребята, ну я за акциями не бегаю, мне некогда, это первое. Я в этом смысле, что акции они всегда могут на любое, бывает и на мясо акция, которая там стоит стейки там по 20 евро, а ты можешь купить их за 10, это понятно, но это акция, мы говорим про стандартную цену, про стандартный прайс, и вот получается тот же огурчик на 30 уже центов, он повысил свою цену. То есть, вот, получается, за 2,5 года пребывания меня и моей семьи в Ирландии, я вижу, что почему-то, я не знаю, честно скажу, у меня этот огурец в голову, потому что как мы приехали, мы пришли в Lidl, и в Lidl, когда за нас заходишь, что первое, это овощной отдел, и мы взяли эту корзинку, и первое, что мы положили в корзинку, когда приехали в Ирландию, когда ну, скупились да сами, это мы положили огурец, а потом помидоры, то есть мы прошлись по овощам, и первый продукт, который по факту был положен да, в корзинку, к которому я прикоснулся в Ирландии, мать его, мама мия, это был огурец, понимаете, это был этот кукумбер, блин, прекрасный, огромный, да, никогда не понимаете, это их не огурцы огромные, конечно, привыкли мы к нормальному, стандартному размеру, а не к вот этим вот слонам, да, слонячим, конячим, непонятным. И обратно же вкус у него никакой. Приходится ходить, конечно, в литовский магазин и покупать обычные стандартного размера огурчики. Они реально пахнут. Ну, то есть, видно, люди как-то стараются, да, сделать более качественно, более вкуснее. Там, конечно, огурчик такой ни о чем, но он мне запомнился. И вот я говорю про вот это вот, что оплата труда это прекрасно, но это же делается не от хорошей жизни, даже в той же Ирландии, потому что получается будет инфляция, будет все дорожать, это неизбежно. Я смотрел статистику по повышению зарплат, и вообще были такие годы, что зарплата не повышалась. То есть это говорится о том, что экономика держалась. Я забыл, в каких это было годах, это было в середине было где-то там 15 вроде бы год, 16 что-то такое было, в такие вот годы, там вообще, в некоторые годы там добавляли всего лишь 20 центов, 10 центов, то есть
это говорилось о том, что в бюджете залаживалась сумма инфляции минимальная. То есть минимальная инфляция. А сейчас все-таки чем больше добавляется в час к зарплате, вам добавляется, да, вот эти вот цент, возможно, скоро будет евро добавят, то есть это означает о том, что в бюджете заложена инфляция, то есть ну, на большой процент, то есть больше стандартного, больше, то есть она есть, и это не слишком хорошо. Конечно, это не хорошо. Все думают, мы разбогатеем, будем богаче, но по факту вы потом эти деньги отдадите из-за повышения цен. Все заметно, я уже сказал на примере этого огурца, да, печального, который я первый взял и положил в корзинку. И по нему можно сказать, что да, на 30%, скоро еще немножко, и он будет стоить до евро. По факту на 50%, то есть, ну, не на 50, а на 100% поднимется цена. То есть, и так, конечно, на все продукты питания уже поднялось, ну так, где 50 центов, где 20. Я понимаю, что уже раньше мы ходили там на 100 евро, закупали целую тележку. Сейчас, конечно, чтобы это купить, нужно уже потратить 130-140 евро, чтобы такую же тележку заполнить в 2024 году, которую мы могли заполнить в 2022 за сотку. Сейчас уже за 130, за 140. Обратно же, это если еще по акциям ты там выхватишь, то да. Если без акций, то уже все 150. Следующее, что я хотел бы вам сказать, да, и у вас спросить, это первое, как вы одобряете повышение, да, оплаты в час, это первое. Второе, работаете ли вы в Ирландии? Если да, то кем и сколько вы получаете в час? Интересно, вот ваше, да, вот это вот нахождение вас в Ирландии, кем вы тут себя реализовали, кем вы смогли работать первое. И вот, например, было повышение, да, с 1 января 2024 года было повышение и стало 12,70. Вот, например, тот, кто получал 15 евро, например, в час, ему добавили что-то, либо ему ничего не добавили. Вот мне всегда был интересен вопрос, кстати, я вот этого не знаю, ответа на вот эти вот моменты, да, то есть повышается всем, либо только тем, кто получает минималку, то есть тем, кто получал 15, 16, не знаю, даже 14, да, в час, их, получается, не трогает вот это вот повышение. Мне всегда был вот этот момент интересен. Напишите в комментариях, им тоже повышается на 80 центов, добавляется в час, и либо только тем, кто на минималке, то есть получал 12,70, сейчас будет получать, да, 13,50. Вот это вот меня всегда гложило, я не понимаю, как это работает, потому что, ну, нет человека, который бы, ну, нормально у него спросить, он бы сказал, да, ответил на эти вопросы. Вот это мне интересно, это первое. И второе, вот процентная ставка, вы можете посмотреть, да, это не то, что процентная ставка, а тот, кто сколько зарабатывает. То есть, если вы от 20 лет и старше, вы получаете полную ставку. То есть, с 1 января вы будете получать 13,50. Если вам 19 лет, то вы получаете от минимальной ставки 90%. Если вам 18 лет, то 80%. Если вы меньше 18 лет, вам меньше 18, то 70%. Это обычно работают школьники, которые там уже, да, на последних курсах, и студенты. То есть оплата труда у них такая. Ну, все обновится, эта таблица обновится, я думаю, с 1 января 2025 года, я думаю, до этого она уже обновится. Просто я вам показываю, рассказываю, кто не в курсе, как происходит оплата для школьников и студентов. И последний момент, который я бы хотел про оплату сказать, да, в час, которую повысят, это то, что теперь не вздумайте никогда связываться с теми людьми, которые будут предлагать вам меньше с 1 января вот этой вот суммы. Если вам кто-то пытается впарить меньшую какую-то сумму под предлогом, там, вычитаем какие-то дополнительные налоги, там, за нашу работу, за предоставление вам жилья, там, какие-то мутки, в Ирландии лучше в эту историю не ввязывайтесь, ничего хорошего не будет. Страна маленькая. Поверьте, все схемы рано или поздно раскрываются. Не нужно вестись. 13,50 минималка. Все. Контракт на руки. Читаем, переводим, смотрим, какие условия. Потому что я вижу, что многие на украинцах решили выезжать здесь, в прямом смысле. Особенно вот эти клининги, стройки и так далее. Берут на работу, минималка, все дела, но что они делают? Набирают людей, тот же клининг, да, там дома убирать. И по звонку берут типа их на полный рабочий день, не дают на руки ни контракта, зарплату на руки, но там они вас уже взяли, у вас PPS, вас устроили в фирму, все там ввели, и выплаты вам отменили, вы на полном рабочем типа дне, но по факту вы в неделю работаете, начали 3 дня вас берут, потом 2 дня, потом 3 обратно. В прямом смысле
Почему они контракт не дают? Потому что там контракт ужасный, он плавающий. По факту, когда вы придете, скажете претензию, да, там в Интрео расскажете свою историю, либо скажете там, я пойду в Гарду, да, почему так, вы обещали мне полный рабочий день. Он скажет, так все зависит у нас от выработки. Есть заказы, едем. Нету, нету. Вы согласились, все, все. Вот почему они не дают на руки контракт, потому что там условия, которые подходят работодателю. Вам он не подойдет. Так что не ведитесь, так же самое со стройкой. Сегодня есть стройка, завтра нет заказов. Выплаты вы закрыли, ни на что не претендуете. Чтобы обратно получать те же выплаты, нужно, вы знаете, по закону чуть ли не 3 месяца потом ожидать. Тоже как бы такой вариант, да. Обратно же, если вас уволят, тогда сразу. Поверьте, эти фирмы, однодневки, они вас не уволят. Ну, то есть, если вы с ними только будете там уже жестко ругаться, возможно. А так они до последнего вас будут доить, с вас будут брать вот эту вот дешевую рабочую силу, когда им только надо. То есть, для своих работа всегда есть, а вы как на подхвате будете. Так что не ввязывайтесь никогда вот эти вот фирмы непонятные. Если фирма и хозяин говорит, да не нужен тебе контракт, все там нормально, я все оформил, все, друг, мир, дружба, жвачка, все дела. Ты ему говоришь, дай мне, ну, мой пейслип, можно посмотреть, что там, как, куда я налоги плачу, как там вообще, что происходит, сколько там написано в час, как ты вообще, да, организовал всю эту работу, дядя, приди в себя, ты, алюминиевая голова. Он, да нет, все нормально, братишка, либо подружа, все хорошо, все Украина, все forever, все класс. Ты не только украинцев обманывают, и поляков, и литовцы, все не друг друга пытаются, кажется, но ебаты. Не нужно. Лучше советую идти в нормальные какие-то большие, да, компании, корпорации, которые все легально, в легальном поле работают, где вы придете, будет контракт, через 2 года этот контракт станет уже, вступит в силу, вы отработаете, вас уже просто так не уволят, у вас там больше уже будет прав и так далее. То есть, возможно, уже вы можете идти там, даже вам могут оплачивать больничные. То есть, все вот это делается лучше, нужно делать нормальных компаниях. Ну, либо работать на себя, открывать свой бизнес, да, и ты там себе уже сам хозяин, сам себе велосипед. А вот эти вот все ошарашкины конторы я вам не советую. Многие идут нелегально там подрабатывать и так далее. Тоже палка двух концов, не советую. Ирландия все-таки, тут можно в легальном поле нормально заработать и обычным работягой, в смысле, на обычном разнорабочем, в супермаркетах, фабрики, заводы, стройка, но можно оформляться легально. Не нужно думать про вот эти вот серые схемы здесь. Не нужно. Лучше пойти на минималку, отрабатывать свои 39-40 часов, да, пятидневка, и не видеть никакого горя. Получать денежку на карточку, пейслипы, все четко, все легально, и вы перед государством, правительством и народом Ирландии чисты, ваша душа в спокойствии, вы живете в спокойной обстановке, не думая, что кто-то придет и вам что-то предъявит. Так что это лично мой опыт. Я встречал людей, общался, которые вот с такими вот ошарашкиными конторами встречались, они на них набили себе шишки, конкретные проблемы, и с government, в смысле, я имею в виду, в лице Интрео, да, что потом не могли получать и выплаты, и к ним были претензии, многие что делали? Их там устраивали, они не сообщали сразу, потом эти выплаты они возвращали, конечно же, им перечисляли, так что всегда идете на работу, сообщите, не обманите вы систему. В Интрео рано или поздно, через месяц, через два, высветится, даже если вы не пойдете, что вы платите налоги, что вы работаете. И потом все эту денежку, которую вы себе взяли незаконно, вы отдадите обратно в государство Ирландии. Да, не сразу, если там у вас будет, там, например, 1000, да, они будут по 50 евро, по 20 у вас забирать. Но это будет, вы уже будете на карандашике, понимаете? Вы уже будете на карандашике. Ничего хорошего эта заметка вам не сделает. Я рад, что Ирландия, конечно, думает о своем народе и поднимает не только о своем, а о всех людях, которые живут в Ирландии. Да, тут многонациональная уже такая, можно сказать, страна. Конечно, преобладают здесь ирландцы, но тут очень много остальных национальности, которые уже живут здесь давно, работают, которые уже здесь интегрировались, получили паспорта и живут себе прекрасно на благо этой прекрасной страны. И я думаю, что все должны быть благодарны, особенно украинские беженцы, которым дала Ирландия шанс обойти все вот эти круги ада, и приехав сразу буквально через неделю, можно идти искать работу. Как только получил ППС, сразу можно идти в бой. И вот с 1 января 2025 года, кто будет
кто будет новоприбывший, вы сможете идти искать работу, и уже у вас минимальная оплата труда это будет 13,50 в час. Неважно, это full time либо part time, неважно, полный рабочий, не полный, оплата труда в час для всех едино. Отличие я вам показал только если вы младше 19 лет, то есть там идет уже ставка ниже. То есть, если вы старше 20 лет, 13,50 в час с 1 января 2025 года вас ждет. Сейчас на 2024 год, кто не знает, 12,70 оплата труда. Плюс 80 центов будет у нас с 2025 года. Вот это я хотел немножко про минималку рассказать, чтобы люди не ошибались, не становились на грабли обратно, на чужие ошибки, да, ну, как говорится, на чужих ошибках учатся. Может, кому-то эта будет информация неинтересна, но я просто говорю, что лучше старайтесь найти работу, чтобы зацепиться, первое. И второе, если находите работу, идите лучше в большие какие-то компании, которые себя реализуют. Да, там может быть текучка, там может быть сложнее, но там будет вам эффективнее и будет спокойнее, потому что все будет в легальном поле. Всегда на связи, всегда держу в курсе.